Итак, Костян, сегодня мы будем учить тебя магии. Смотри внимательно, будешь повторять. Сначала встаешь в позу, затем садишься в позу пикника, затем прыгаешь и пиздишь энергию солнца. Теперь ты, Костян. Костян, ты охуел, что ли? Я тебя этому не учил. Ёбаный свет, что за японистика? Нахуй ты со своей проебанной жизнью нужен, да нахуй ты со своей проебанной... Все, дед, я, пошел, у меня там важная встреча. Что? Не псуй. Что значит пошел, блять? Мы тебя не доучили. Ты предал нашу философскую жизнь! Ты предал меня! Ради баб, чтобы с ними поебаться! Какой же ты после этого коммунист! Дед, блядь, ты заебался своим коммунизмом и со своей магией. Я просто пришел к тебе, чтобы научиться бомжевать, а ты какую-то хуйню мне заливаешь про марксизм, про магию. Мне это нахуй не надо. Я, блядь, в школе 0 лет учился, что ли, чтобы вот этим сейчас заниматься. Короче, дед, иди нахуй, я пошел с тяночкой нежиться, а ты тут один сиди, перду. Ну и, короче, из-за этого утюга у меня хата сгорела с родаками. Ты такой смешной? Да, мне тоже очень было смешно, когда я пытался помочь женщине подать ее плащ, но это оказался ее обгоревший кусок кожи. Ебать ты стрёмный, конечно. Ну, ты, по крайней мере, не пытаешься меня изнасиловать. Обычно все начинали знакомство именно с этого. Да, во мне вообще много секретов. Да, а мне нравятся загадочные парни. А, ну это хорошо. Я вот дробовик прячу в... Свали ебало, мне этого лучше не знать. О, у тебя на губах не немецкое золото. Иди сюда. Детки зло, Костян. Они отвращают нас от коммунизма. Я знаю, о чем говорю. Моя собственная жена отжала у меня хату, Костян. Но теперь, когда все преграды устранены, ничто не мешает нам идти в светлое коммунистическое будущее. Правда, Костян? Костян? Все ясно. Депрессия в 0 лет из-за разделенной любви. Ну ничего, Костян. Я знаю средства от депрессии. Я знаю средства, Костян. Блять, кто дерево уронил? Мой дед всегда говорил, что лучшее лечение от депрессии это курение лесных шишек. А лучшие шишки растут в дальнем лесу. Когда-нибудь ему дадут нормальное название. Ебать, Костян, мы тебя в школе уже 10 лет не видели. Решили вот поискать. Здравствуйте, Долдон Иванович. Как дела? Хуль грустный такой? Да, не знаю. Не могу смириться с пиздецом, который происходит в жизни. В смысле? Ну, вы же не будете спорить, что наш мир это пиздец ебаный. Ну, не буду, ну а чё с того? Ну, ничего, я смирился. Я думал, что я смирился. С нищетой, со своей бездарностью, с одиночеством. Но, блядь, даже после этого меня не оставило в покое. Мой дом сгорел вместе с утюгом и родаками. Дед сошел с ума со своим коммунизмом. И единственного любящего человека нахрен располовинило бампером. Блядь! Я не понимаю, зачем жить, если все наши труды и все, что мы делаем, ничего не значат для этого мира. Мы в любой момент жизни можем лишиться всего. Я уже лишился и не хочу заново все пускать по кругу. Во-первых, Костян, ты дебил. А во-вторых, чего ты хочешь? Это взлеты и падения, Костян.
Взгляни на тот кокон. Гусеница, которая в нем сидит, всю жизнь ползала по земле и питалась отходами. На время зимы и вовсе умерла. Но пришло время, и ее переебало в прекрасную бабочку, которая будет парить в небе и... Дам? Я птичка, бабочка. Я питаю таким счастьем. Капец, блядь. Весь лес обошел ни одной шишки. Их кто-то кроме меня собирает, что ли? О, есть одна. А? Показалось, что ли? Эй, здесь кто-то есть. Я тебя видел. Покажись. Дед, Какой ты стрёмный. дед в канаве, вставай. Что за пиздец, блядь? Завались, дед, 30 километров тащили. Охуел? Привет, охуел. А меня зовут Влад, я друид. Вы нахуя меня по балде огрели? Мы все шишки в этом лесу держим. А ты их без нашего ведома забираешь. Какой же ты мудак! Я не мудак, и я друид. Да вы же школьники, блядь, какие-то. Нас исключили из школы за шишкоторговлю. Детский сад, блядь! Посмотри ему в глаза, дед. Это глаза, которые видели больше, чем кабан, который сейчас откусит твою ногу. Блядь, в смысле? Неважно, слушай. Народ лесных друидов. Народ степных анархистов. Блядь, у него топор. Народ городских кочевников. Когда-то 3 народа жили в мире, но потом народ степных анархистов развязал войну. Блядь, Жека, из тебя костер потух. Блядь, ты охуел? Блядь, у него топор. И лишь лесник Нурлан, властитель номера пожарки, мог остановить лесной беспредел. Но когда мы нуждались в нем больше всего, он ушел в запой. Но мы нашли тебя, и ты решишь все проблемы за нас. Нахуя мне это делать? Либо ты повинуешься лесостепному закону и получаешь шишки, либо ты получаешь пизды. Вопросы? Нахуя вам моя помощь, когда у вас есть вот этот? Пути друидовы неисповедимы. Ладно, вы просто школьники или в натуре друиды? А ты походу в натуре, дебил. Охуел? У тебя в голове алюминь. Чё? Блять, Жека, труба ж стальная. Ладно, Костян, постой тут. Я там в магаз зайду, мне надо немецкое золото купить. Да, ага. Отдай пенсию, дед. Дед, отдай пенсию. Отдай пенсию, дед. Дед, отдай пенсию. Пенсию отдай, она тебе уже нахер не надо. Пенсию отдай. Хотя, дед. нахуй мне ему помогать? Он же все равно умрет в итоге. О, пенсия, В забираем натуре. пенсию, забираем пенсию. Я все. А ты это, тебе может взять что-то надо было? Я слышал, ты бомж. Не. Ничего не надо было. Согласно карте, городские кочевники проедут здесь на своих дорогущих велосипедах, купленных на отнятые у пролетариата деньги, буквально через 5 минут. К этому моменту я буду готов. Так, где-то здесь была колючая проволока. Холодильник. Нахуя мне с собой холодильник? О, меч! Отдам Логану, один хуй на день рождения дарить нечего. Оба! Нашел! Ну все,
Пиздец вам, фашистские дети. Осталось найти укрытие. Здесь меня точно никто не найдет. Опа! Наступают! В окоп! Дедушка, вызовите скорую, мне больно! Сдохни, фашистское дитя! Это было проще, чем я думал. Теперь осталось пойти договориться с анархистами. Если я не ошибаюсь, степные анархисты должны сидеть... здесь. Привет, пацаны! Я пришел от степных друидов с дипломатической миссией. Бля, пиздец, еще один маразматик. Съебали за 40 км от города, и даже тут дебилы какие-то отдыхать мешают. Какой маразматик? Я пришел от друидов. Мне нужны шишки, и я... Завались нахуй! Мало того, что ты пришел в наш лес требовать ценнейшие антидепрессанты, ты пришел в мантии нашего мертвого магистра. Следовательно, это ты убил его. За это ты получишь пизды! Кира, блядь, успокойся, еблан. Пиздец, блядь. Ты тоже это видишь, да? На той улице.
Эти двое живы и жалуются на жизнь. А этот дохлый, и ему радостно. Снаркоманился и счастливый, что пиздец. Костян, только не говори мне, что ты собираешься снаркоманиться или суициднуться. Несмотря на твой оптимизм, мне кажется, ты единственный человек, которому на меня не похуй. Ребята, у нас же все хорошо, мы же никаких претензий друг к другу не имеем, да? Все хорошо, ребята? Бля, дед, да нам вообще похуй было. Это Киря по пиздец заходил, а то он у нас, бля, шишки ебаные курит. А, да? Ну ладно. Пойду тут. Когда-нибудь я этот лес продам. Ну, дед, ладно, спасибо тебе за все. Вот тебе, ебать, подгон, короче. Ой, дед, смотри, супер шишка. Один раз затянешься и мозги нахуй в минус ебать. Как Жека станешь. Вообще, сука, суперспособности нахуй такие приобретешь, что весь мир раком поставишь и там же выебешь. Снимаем перед тобой шляпу, короче. Пожертвуйте на развитие Степного Друидического Союза. Нам не хватает денег на новые мозги. Ну ты там, если чё, нас на стрелке зови, ебать, мы поможем тебе, если чё. А у вас есть чем кровотечение останови... Ну ладно. Стойте, дедушка! Не надо его убивать!
Он хороший, у нас просто ДЦПшник немного. Ну, отсталый, ну не понимает, что делает. Ну, мозги вообще в минус. Ну, пощадите, ну, дедушка. Блядь! Иди нахуй! Пощажу тебя только из-за красного флага над твоим лагерем, а так, иди в жопу, уёбок! Костян, я нашел нам антидепрессанты, это шишки. Костян, почему ты не отзываешься? Я из-за тебя себе руку оторвал. Костян. Какая же ты мразь, Костян. И вот эти врачи еще с наркоманом. Дед, насколько мир дерьмо, что живые завидуют мертвым. Абсолютное дерьмо. А менять что-нибудь не пробовал? Мы коммунизм строим, Костя, общество будущего. А ты не помогаешь. Не хочу тратить силы на то, что в любой момент может наебнуть птицы или ураган Тентакли. Сука, Костян! Принимать лесной антидепрессант ты не хочешь. Чинить мир тоже. Что же тебе, сука, надо? Ничего не надо. Да? Ничего, блядь! А по-моему, Костян, надо! Ты просто ебаное показушное хуйло. Ты упиваешься своим положением жертвы. Ты упиваешься своей депрессией. Тебя нравится толкать заумные речи, Костян. Что, я не прав? Я виноват, что они такие. Я просто говорю о том, что вижу. Да, только если бы ты действительно верил в то, что говоришь, ты либо пошел бы со мной строить коммунизм, либо выкурил, наконец, ебаную шишку и лишился бы рассудка, чтобы не жить в этом дерьмовом и бессмысленном, блять, мире. Я верю, просто... Что просто? Просто решиться не успел? Ну так я тебе помогу, блядь! Сука, докажи, блядь, что мир дерьмо, что тебе нихуя не надо, что завидуешь, бля, мертвым, сука. Давай, блядь, кури, не можешь, правда? Потому что пиздешь вся твоя философия. Так ведь? Нет. Костян, ты дебил? Костян? Костян, сука! Выплюнь нахуй, мы не знаем, что это! Блядство, Костян! Сука, кто ж знал, что ты такой гордый? Блядь, блядь, блядь! Костян, глаза покажи! Глаза покажи, блядь! Сука, он черный! Блядь, блядь! Костян! Костян, скажи что-нибудь! Ты меня слышишь? Костян! Хе-хе, работает. Мужик, во-первых, какого хрена за смену кадра так во внешности с голосом поменялся? Во-вторых, какого хрена с моим дизайном? И в-третьих, почему я говорю так, будто я персонаж какого-то мульта? И к слову, я нихуя не понял из того, что ты в прошлой серии мне нашипел. Ты не должен был. Я говорил не с тобой, я говорил через тебя. Итак, слушайте.